Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о профессиях, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни людей, но с приходом современных технологий отошли в прошлое. Век цифровизации и автоматизации в корне изменил суть многих специальностей. Вы когда-нибудь задумывались, как когда-то люди вставали утром на работу без будильника? Почему горели фонари без электричества или как выглядели будни телефонистов? Эти и многие другие специальности стали историей, оставив после себя лишь воспоминания. В этом видео мы расскажем вам о самых интересных и необычных профессиях, которые исчезли на фоне стремительного технологического прогресса. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое, где мы вспомним забытые ремесла и узнаем, почему они перестали быть востребованы сегодня. Но перед этим не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А теперь поехали! Топер в кинотеатре. Мы уже не можем представить кино без музыки. Ее отсутствие может вызвать сильное ощущение дискомфорта. А теперь представьте себе, как неуютно чувствовали себя зрители первых немых фильмов. Ведь смотреть кино в гробовой тишине как минимум странно. Но выход нашелся. Во второй половине 19-го, начале 20 века появились топеры, музыканты, преимущественно пианисты, сопровождающие своим исполнением сначала танцы на вечерах, балах, а впоследствии немые фильмы. Так показ фильмов начал происходить под живую музыку. Название профессии берет свое начало от манеры исполнения, так как зачастую в наличии имелось лишь пианино низкого качества, на котором приходилось играть, буквально стуча по клавишам. После появления звукового кино необходимость в наличии топеров отпала, и к 1930-м годам они практически исчезли. В наше время с возрождением интереса к старым фильмам в качестве эксперимента некоторые музыканты возрождают искусство топера. Человек-будильник. В 18-19 веках в Европе произошла промышленная революция. Повсюду начали активно строить фабрики и заводы, и в жизни людей появилось такое понятие, как рабочий график. Но как встать к определенному часу и прийти на работу без опозданий? Если в деревне мог помочь петух, то в городе с этим было сложно. Тогда же возникла необходимость и в человеке, который бы всех будил на те самые фабрики и заводы. Так появился нокерап – человек-будильник. Это были наемные работники, чья задача заключалась в том, чтобы будить людей по утрам. Они использовали различные методы. Наиболее распространенным способом было использование длинной трости или палки, с помощью которой они стучали в окна верхних этажей домов. Некоторые пользовались небольшими камешками или горохом, чтобы аккуратно бросать их в окна, создавая легкий стук, который будил спящих. Будили, пока клиент не встанет. Само собой, работа требовала точности и аккуратности, ведь важно было не разбудить весь дом, а лишь конкретного клиента. Профессия ушла в историю только в 20-х годах прошлого века. Водонос. Современные люди устроились очень хорошо, у них всегда под рукой имеется вода. Они могут принять ванну в любое время, помыть посуду сразу же после того, как поели. Но раньше дела обстояли совсем по-другому. Тут на помощь, словно Чип и Дейл, пришли водоносы. Эта профессия существовала до появления централизированного водоснабжения. Водонос набирал воду в источнике, реке, колодце или из водокачки и разносил или развозил емкости с водой по домам. Профессия требовала большой физической силы и выносливости, из-за чего считалась тяжелой и преимущественно мужской. Водоносы разносили огромное количество воды, ходили на далекие расстояния, заходили в воду поглубже, чтобы набирать воду почище. Водоносы даже часто ходили босиком, чтобы показать этим, что они заходят на глубокие места в реках. Однако при этом среди водоносов также частенько встречались женщины. Они работали, чтобы прокормить свои семьи. Именно поэтому люди во всех странах очень уважительно относились к женщинам-водоносам. Человек-радар. Человек-радар – это реальный супергерой, спасший множество жизней. Эта профессия появилась в годы Первой мировой войны, когда вовсю принималась авиационная бомбежка. Но радары в то время еще не изобрели, поэтому мирное население и армия неоднократно подвергались внезапному обстрелу.
Работа человека-радара заключалась в обнаружении подлетающих самолетов-бомбардировщиков противника. Люди-радары или слухачи вращали по горизонтали и вертикали многотонную установку из 4 акустических рупоров, установленных на тележке. Так они добивались, чтобы в уши поступал звук одинаковой силы. При помощи такой нехитрой установки хоть немного быстрее можно было узнать о приближении вражеских самолетов и принять необходимые меры. На подобные вакансии принимались только люди с очень острым слухом. На них надевали огромные уши-локаторы, которые служили звуковыми зеркалами. Они ловили звуки приближающихся самолетов и передавали информацию в человеческое ухо. Сегодня эти функции возложены на современные системы ПВО и радиолокаторы. Телефонист. Телефонист – человек, осуществляющий коммутацию на телефонной станции, то есть соединяющий телефонных абонентов при звонке по телефонной линии. Профессия появилась в 80-е годы XIX века и просуществовала почти 100 лет. Представительницами этой профессии были в основном девушки, к ним обычно так и обращались. Девушка. Телефонистки вручную переключали и соединяли телефонные линии, чтобы абоненты могли друг с другом поговорить. Работа была достаточно нервной. На соединение в ручном режиме по нормативам отводилось всего 8 секунд. Звонок мог сорваться. На соединительном коммутаторе-агрегате, напоминающем по форме пианино, было много проводов, гнезд и рычагов, поэтому работа требовала аккуратности, методичности, хорошей концентрации внимания и длинных рук. Профессия была массовой и сравнительно престижной, телефонные компании вели строгий отбор. Телефонные операторы работали вручную вплоть до 1980-х годов. Эта система продолжала использоваться для международных звонков. Позже телефонисток заменили автоматические телефонные станции. Вычислитель. Вы знали, что у современных компьютеров есть предок? Вычислитель – профессия, которая на английском так и называлась – компьютер – человек, который вычисляет. Впервые термин «вычислитель» встречается в письменных источниках на английском языке в 1613 году, а сама профессия взяла свои истоки из астрономии. Вычислители работали в команде. Каждый член группы выполнял свою часть задания, так что работа велась параллельно. Им поручали длинные и сложные расчеты, которые трудно делать в одиночку, то есть они делали все то, что сейчас можно посчитать с помощью компьютера. Более того, существовали даже целые вычислительные организации. К примеру, в штате одной из самых известных, Mathematical Tables Project, числилось 450 человек. Такой себе живой суперкомпьютер. Затем, когда в мире появились компьютеры, профессия канула в лету. Пин-споттер. Кто был в боулинге, прекрасно знает, что сейчас ставит кегли и доставляет обратно шар специальный механический аппарат. Вряд ли кто-то хоть раз задумывался, что раньше было по-другому. Но да, так было не всегда. До появления кеглеустановочных машин вплоть до 1936 года их функцию выполняли обычные люди. Представляете, кегли для боулинга расставлялись вручную. Более того, это была отдельная профессия, которая называлась пин-споттер. В задачи пин-споттеров входило расставлять кегли правильным образом, убирать сбитые кегли, а также возвращать шары игрокам. Делали эту работу, как правило, подростки, ведь мало кто из взрослых согласился бы на частичную занятость, преимущественно в вечернее время, низкую зарплату и отсутствие перспектив. Поэтому пин-бой, где в переводе с английского «бой» — парень, стало другим названием для обозначения должности. Глашатай. Интернет, радио, телевидение – способов донести информацию сейчас много. Но в древние времена всего этого не было. Зато были глашатаи. Именно они выполняли функцию средств массовой информации. Глашатаи объявляли важные новости, приказы правителей, объявления о свадьбах, похоронах и других событиях, могли исполнять песни и рассказывать истории, а также могли выступать в роли судей, разрешая споры между людьми. Профессия глашатаев основывается археологическими находками уже в период крито-микенской культуры XIV века до нашей эры. В древнегреческих полисах должность глашатая имела несколько уровней. Те, кто были на высшем уровне, выполняли дипломатические поручения. Наименее почитаемый слой глашатаев обслуживал рынки, служил при артистических труппах, состоял в клиентах у частных лиц. Ранг глашатая демонстрировался его одеянием и атрибутами. Наиболее привилегированные владели жезлом, кадуцеем, принадлежностью вестника богов Меркурия.
Но обычные городские глашатаи имели какой-либо звуковой инструмент – рог или колокольчик, на чьи звуки позывные оперативно откликался народ. Фонарщик. Сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без электричества, в том числе без уличного освещения. Да и самые первые уличные фонари появились очень давно, примерно 600 лет назад. К примеру, в Лондоне впервые стали вывешивать уличные фонари в 1417 году. Но раньше фонари в городах были газовыми и не могли включаться сами. Каждый день их нужно было зажигать, и этим занимались фонарщики. Каждый вечер они обходили улицы привычным маршрутом со своими длинными лестницами и масляными лампами или спичками, и по утрам гасили фонари. Один фонарщик мог курировать десятки газовых фонарей, как установленных на железных столбах, так и размещенных на фасадах зданий. В обязанности этих служащих также входило наблюдение за исправностью осветительного оборудования, его ремонт и техническое регламентированное обслуживание. К середине 1930-х годов профессия фонарщика полностью исчезла. Вместо них появились электрики и специалисты по обслуживанию электрических сетей. Лектор на фабрике. Труд рабочих сигарных фабрик довольно однообразная и кропотливая работа. Да что там говорить, это монотонный ручной труд. Можно умереть со скуки. Поэтому рабочих на предприятиях развлекал специально нанятый человек, который вслух читал новости или всякого рода литературу. Основным требованием для подобного лектора был громкий и поставленный голос, которым можно было читать несколько часов подряд. Как правило, рабочие фабрики избирали комитет, который проводил кастинги для лекторов, и платили взносы, чтобы обеспечить зарплату чтецу. Эта профессия впервые появилась в 1865 году на фабрике «Эль Фигаро» на Кубе. Однако наибольшую популярность она получила в Нью-Йорке. Профессия лектора сдала позиции после того, как чтецы спровоцировали забастовку в американском городе Тампа в 1931 году. Они читали левые политические тексты, что вызвало волнение среди рабочих. Это не понравилось владельцам фабрик, и чтецов заменили на радио. Сегодня сигарные чтецы сохранились только на Кубе. В 2010 году там насчитывалось 200 практикующих специалистов. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь с нами в комментариях, какая профессия из прошлого вам показалась самой интересной.